Всем привет, это Пура Вида с Настей. Сегодня я хочу поделиться своими впечатлениями об одном из самых популярных туристических мест в Коста-Рике – городе Хако, или Джако, как его называют американцы, потому что в испанском и английском языке первая буква читается по-разному. Расположен он в провинции Пунта-Ренас на Тихом океане. Мы ездили туда, как обычно, на автобусе, который отправляется с терминала 710 из столицы Коста-Рики, города Сан-Хосе. На сайте этого автовокзала можно посмотреть расписание и заранее купить билеты онлайн. Цена 2585 колон, то есть примерно $4. Ехать до Хако на автобусе всего 2 часа, на машине еще быстрее. И самая интересная достопримечательность в пути – это мост через реку Таркалес, с которого можно посмотреть на настоящих крокодилов. Их видно даже из окна автобуса. А вообще, конечно, все, кто едет на машине, останавливаются, чтобы понаблюдать за этими огромными зубастыми животными в дикой природе. Время в пути прошло очень быстро. Мы прибыли на терминал в Хако и, выйдя из автобуса, сразу очутились на главной улице города, проспекте Пастор Диас. Здесь расположены отели, магазины, бары, рестораны, школы серфинга, клубы, казино – все для туристов. Но больше всего нас поразило количество самих туристов. Они гуляли по улице большими компаниями, в купальниках, с коктейлями в руках, веселые и шумные. Было ощущение, что мы попали на какой-то праздник. И это несмотря на то, что ездили мы в Хако в середине октября, когда на Тихоокеанском побережье сезон дождей в самом разгаре. У нас был забронирован номер на 2 ночи в хостел Бед Сон Бойо, который находился в 50 метрах от главного проспекта и 100 метрах от пляжа. Несмотря на то, что это хостел, в нем есть номера на любой вкус, и общие, и отдельные. Мы выбрали стандартный двухместный с собственной ванной комнатой. Цена на тот момент была $36 за ночь. Номер нам очень понравился, просторный и чистый, но вот заселились мы в него не сразу, потому что на ресепшене работали 2 очень некомпетентные, мягко говоря, девушки. Они пытались говорить со всеми сразу и поэтому постоянно путались. Сначала не могли найти нашу бронь, потом взяли с нас двойную оплату, потом в несколько этапов возвращали лишнее. Короче говоря, только через час мы попали в свою комнату, оставили там вещи и пошли на пляж купаться. Несмотря на высоченные волны, мы все-таки смогли окунуться пару-тройку раз в теплом океане, а больше и не захотелось. Потому что, во-первых, волны просто нереально большие и мощные, как я уже сказала, и они не прекращаются никогда. Поэтому, хотя на пляже было много народу, практически никто не купался. В океан заходили только серферы. Для них Хако, наверное, настоящий рай. Во-вторых, пляж, во всяком случае в том месте, где мы купались и где было больше всего народу, не песчаный, а каменистый. И вот эти самые камешки катаются волнами туда-сюда, и в воде довольно-таки больно ударяют по ногам, особенно крупные, да и ходить по ним без обуви буквально невозможно. Ну и в-третьих, начался дождь, настоящий тропический ливень. Это событие нас не очень расстроило, теплый душ из пресной воды самое то после купания в соленом океане, но заставило вернуться в отель. Дождь быстро закончился. К тому времени мы уже проголодались и решили прогуляться в поисках какой-нибудь кафешки. Тротуары главного проспекта Пастор Диас красиво декорированы мозаикой, интересными каменными лавочками, скульптурами, местным стрит-артом, а также разрисованными деревьями, мини-пальмами и просто красивыми цветами. И оригинальные сувениры, которые продаются в торговых лавках, тоже очень удачно украшают город. Но вот с едой нам как-то не повезло. Мы хотели попробовать какие-нибудь морепродукты,
Но почему-то открыты были только бары и очень крутые рестораны. Даже обычный Касадес, который мы привыкли видеть за 2-3 тысячи колонн, стоил там 10 тысяч колонн, плюс обязательные чаевые для официанта. В Сан-Хосе огромный кусок пиццы можно купить за 1000 колонн, а в местной пиццерии и порция меньше в 2 раза, и цена 7500. В общем, мы так ничего и не нашли, и перекусили фастфудом в KFC. Курица с картошкой и классными безлимитными соусами показалась нам в тот день бесподобной. На следующий день мы просто купили еду и фрукты в магазине и сами приготовили на кухне в отеле то, что нам нравится. А вечером, во время прогулки по пляжу, уже в темноте, океан сделал нам неожиданный подарок. Прямо к ногам волны принесли большущий кокос, который оказался целым. Мы забрали его в номер и с удовольствием выпили. Из-за сезона дождей небо над Тихим океаном во время нашего путешествия оставалось облачным и мрачным. Солнышко выглядывало редко, но несмотря на это было очень жарко. Мы еще разок искупались, а потом гуляли по пляжу. Береговая линия здесь очень длинная. Повсюду пальмы и красивые высокие здания отелей. А в городе нам особенно понравился парк на центральной площади с самыми разными пальмами, граффити и фонтаном, который, к сожалению, не работал. Наверное, его только в высокий сезон включают. Кстати, несмотря на низкий сезон, все номера в нашем хостеле были заняты, и в соседнем отеле тоже. Посетители в основном американская молодежь, веселые и доброжелательные ребята. Они устраивали шумные вечеринки на общей кухне и даже нас приглашали. А в местном баре чуть ли не до утра звучала живая музыка, популярные американские песни. Вообще нам, конечно, понравилось это путешествие, но, если честно, мне бы не хотелось его повторить. В Хако, наверное, вполне можно съездить большой компанией, чтобы повеселиться в каком-нибудь клубе или посидеть в баре. Но я не думаю, что в Коста-Рику стоит ехать ради этого. Там есть места поинтереснее, в том числе и для серфинга. А Хако оставил после себя впечатление, как будто это большой рынок у океана. У всех одна цель – подороже продать то, что продают. Будь то сувенир, место в отеле или урок серфинга. При этом сервис так себе и никакой пура-виды. Не нашли мы там той неповторимой костариканской атмосферы, которая была в Пуэрто-Вьехо или Лос-Суэньос. Финальный день нашего отдыха с самого утра начался мелкий, но, как обычно, теплый дождь. Поэтому пляжные развлечения, которые мы запланировали, пришлось отменить. Но в ожидании автобуса до Сан-Хосе мы с удовольствием собирали кораллы и ракушки на берегу. К сожалению, больше никаких пляжей в Коста-Рике мы посетить не успели, но очень надеемся сделать это в будущем. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пура вида!